Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Милена. Большую часть своей жизни я прожила в Финляндии. Напомню, что в прошлых видео я показала, как мы на машине приехали из Финляндии в Италию, проехав через всю Европу. И это видео, возможно, будет полезным, я так надеюсь, что оно будет полезно для тех, кто любит спокойный, тихий отдых в таких местах, где мало людей, много природы. Я сама такие места очень люблю, я за ними охочусь для того, чтобы отдохнуть от людей, от города и от спешки, которая нас всегда преследует, да? В прошлой серии мы закончили на том, что мы выселяемся из гостиницы Монте-Пуро и собираемся отправиться дальше для того, чтобы посмотреть озеро, которое находится здесь совсем недалеко. Но нужно ехать опять-таки через горы. То есть мы поднимались на вот эту высоту с одной стороны горы, а для того, чтобы приехать к озеру, мы сейчас будем спускаться с этой горы, но только с другой ее стороны. Дорогу мы не знаем, мы будем ориентироваться по карте. Но я очень надеюсь, что на этом озере будет немного людей. Хочу сказать, что я знаю, что очень раскрученное туристическое место в Италии – это Доломиты, и туда очень много людей ездит, туда прямо автобусами людей привозят. Я выбирала вот эти свои пути, такие по горам, где, так сказать, не очень раскрученные места, но не менее красивые. Поэтому если вам полезна эта информация, вам, наверное, будет интересно посмотреть, где мы проехали, по каким дорогам. Для любителей походить, погулять, здесь есть очень много возможностей. Даже на этом небольшом отрезке пути от Монте-Пуро гостиницы к озеру Саурис очень много идет вправо-влево неасфальтированных уже дорожек. Это есть маршруты, и они есть тут на любой вкус. То есть есть для легкой прогулки 4-6 километров, например. Есть средней сложности маршруты 8-9 километров. Есть тут и подъемы на вершины разные. Есть и кольцевые маршруты длиной более 17 километров. И не только в горах, а также и в окрестностях озера, к которому мы едем. Поэтому для любителей пеших прогулок таких здесь очень много возможностей. Опять же повторю, это не самое раскрученное место, но при этом тут все есть для того, чтобы хорошенько прогуляться по горам. У нас не стояла цели здесь гулять много по горам. У нас цель стояла приехать на машине, прогуляться по каким-то таким самым красивым локациям и продолжить наш путь дальше к озеру. Там тоже мы посетим парочку-тройку красивых локаций и продолжим наш путь. То есть у нас немножечко другой отдых, не предполагает таких длинных пеших прогулок. Кроме тех, которые приходится с собакой в любом случае делать, да. Поэтому, если вы в поиске хорошего маршрута, то будьте уверены, здесь они тоже есть. Людей мало, а дорог здесь много. Когда мы сети из тросов тоже сделаем. Очень крепко сделано. Куски скал полетят. Там не просто на деревяшечки на какие-то, там железные сваи прям натянутые такие. Через нее вон дерево переломилось, и сетку не прогнуло даже. О! Ой, страшно. Вон тут ходит робка. Тут поуже дорога. И сетки нет. Тут встать нельзя. Черт знает. Тут отсюда и не видно ничего. Не знаю, там тропа вниз есть. Странно, барьеры. 3 часа походу. Мне кажется, туда можно спуститься, но, наверное, черт его знает, тоже непонятно.
спуститься к озеру? Да, посмотри. Нет. Ну-ка, стой. Вот здесь остановись. Вот здесь вот. Если есть место, где стоять, значит, есть тропа вон вниз. Обычно это так. Ты верхушки деревьев видишь? Мы приехали на озеро. Остановились на краю дороги. И здесь вот такой вот вид. Пытаюсь добраться. Тут все не так просто. Опа, опа. Тут главное не упасть. Я в сандалях. Не самая лучшая обувь для таких прогулок. Ух, вот это вид. Вау. Вау. Меня сними, как я разрываю. Я тебя на видео снимаю. Ты решила... А что ты хочешь сделать? Вломить. А, ты поломать хочешь? Да. И как? Получается? Вау. А ты посмотри, какая она такая. Раз, такой загогулинкой кверху. На лошадку похоже. С этим. Он треснула туда сначала. И у лошадки крылышко. Это этот кентавр или как они называются? Это маленькие крылышки. Вон мордочка кверху, вон глазик, вон ушко, вот крылышко. Странно, он треснул. Да, Он треснул сначала так, потом от этого кусок вон туда откатился. да. О, посмотрите, какая красота. Вау. Вау, как красиво. Матрас не делал. Матрас не взял? А, взлетный. А тут травка на берегу маленькая. Пробуй. Ветерок есть. Справится птеродактиль. Ах, какая красота. Спустились с высоты 1500 метров для того, чтобы посмотреть вот это озеро. А потом мы поедем... Мы всего на 500 метров спустились. А, мы всего на 500 метров спустились, да? Да, полторы на То есть мы все еще на высоте где-то 1000. 930 метров. 930 метров. Но вот у меня на камере показывает 928 действительно метров над уровнем моря. Точно, мы спустились всего на 500 метров. Дальше вот там дорога идет, по которой мы спустились с той горы. За деревьями не видно. Вот так она пойдет, туда озеро продолжается. Мы там вот это объедем. Вот там, где стоят тоже домики, мы там проедем. И потом вот так через горы мы поедем вот туда, в левую сторону. Уходит дорога. И будем долго ехать по горам к дороге, которая будет потом оттуда идти к югу, в сторону уже Венеции. Там у нас тоже будет в горах одна остановка на 2 ночевки. Ну вот это вот первое озеро, которое мы хотим посмотреть. Поляну вытаптываешь. Прелесть. Тут, слава богу, есть место, где нету травы. Я хочу подобраться поближе к водичке. Что тут за... Ага, это горная вода, когда спускается за этим камнем. И вот такая речушечка. А вода прозрачная. Горное озеро с абсолютно прозрачной водой. Ух, красиво как. Ну, страшно немножко. Я думаю, а что у нас там так плохо видно? А, он в наморднике. Поэтому ему не очень видно. Намордник снимите, хозяева. О, боже, как красиво. Вода невероятного цвета, бирюзового. Воздух чистый, горный. И здесь не жарко, здесь приятно. Не жарко и не холодно. Мы спустились с горы, там чуть-чуть попрохладнее было, а здесь, ну, прямо классно.
Прямо классно. Сейчас немножечко увеличу. Оп. Опа. Вот так сделать. Ой, красота какая. И какие домики на той стороне красивые. Это тоже сдаются в аренду, типа мини-гостиницы такие. И, между прочим, все было занято. Я когда искала, я хотела прям на озере выбрать изначально. А на мои даты, которые мне подходили, не было свободных. Представляете? Но там дорого. На берегу озера что-то там до 200 евро в сутки. Так. Птица в небе. Красиво. Людей нет, никого нет. Там что-то строится. Я пыталась сделать какую-то фотографию на фоне озера, но была фотогенична примерно как ежик на параде. Ничего невозможно сделать, ветер задувал куда-то волосы, поэтому фотографироваться было очень сложно.
Когда мы пришли на озеро, была тихая, спокойная погода, светило солнышко, вода была спокойная, красивая и такая прям светящаяся была. Ну, пока мы там гуляли, погода начала портиться, поднялся ветерок, солнце стало меньше, появились тучи. Вот, пришлось убрать дрон, он в такую сильно ветреную погоду тратит очень много сил на то, чтобы бороться с ветром. Ну и нас ждала еще собака в багажнике, поэтому мы решили ее пустить поплавать немножечко в водичке. Водичка, Вот. наверное, прохладная. Ты пробовал? Пальчиком потрогай. Там отряхнись. Ты посмотри, собака купается в озере горном, где только она уже не купалась. И опять в воду. Ну и зачем тогда отряхивалась? Ай, плывет хорошо. Смотри, чтобы хватило поводка. Чтобы она прям поплавала. Она теперь, видишь, осмелилась плыть подальше. Ей хочется прям поплавать. А тут камень. Опа, на камень залезла. Опа, с камня упала. Ей прям поплавать хочется, я смотрю. Привыкла к водичке. Она осмелела и теперь дальше заплывает. Освоила территорию. Видишь, смотри, еще дальше заплывает. Сейчас только об камень опять лапами, чтобы не ударилась. Ага. С него сваливается. Ой, только не трясись около меня. Ага. За все то время, сколько мы провели на этом берегу, появилось всего 2 человека, которые тоже вышли на берег, сделали пару фоточек и ушли в другом направлении. То есть они пошли туда дальше по озеру, в другую сторону. И все остальное время мы были опять одни. То есть место такое очень безлюдное, классное. Обалденное озеро. Красивое, голубое такое. Поедем дальше. С другой стороны его посмотрим. А вон сзади нас еще 2 машинки приехали. Тоже пришли гулять. По вот этой дорожке поедем дальше. Там еще есть мостик, откуда посмотрим. Вода все с потолка течет. Вода течет с потолка. Ой. О-о. Мы так и не поняли, можно ли было нам ехать в этот туннель, потому что там не было светофора, там были какие-то лампочки белого цвета, и совсем было непонятно, можно ехать или нельзя ехать. Но туннель явно рассчитан только на одну машину, и там немножко есть карманов. Ну так себе, короче, почти не разъехаться на 2 крупных машинах. И вода, везде текла вода. Вообще непонятно. Там светофор этот стоял непонятный. Да. Ух, как красиво. Обалдеть. А вот здесь вот на стояночке встанешь. Ой, там такой ущелье, здесь обязательно надо встать, полетать. Ага. Посреди дороги ты встала, блин. Ну ё-моё, блин. Я ничего не понимаю с этими знаками. Может, мы неправильно светофор поняли. Тут где-нибудь можно встать? Ну да, перемень. Скала прям рядышком. Скалы.
Так, остановились на мосту этого озера Саурис. С той стороны мы были, там, где был дикий подход. Тут мост. Я постараюсь с краешку быть. Тут вот такая плотина. Я вижу. Я немножко плохо стою на дороге. Сейчас отсюда уйду. То тут опасно стоять. Вон какая красота. Правда? М. А вон машина едет. Ага. Этот назад ползет. Что-то у них светофор не работает, поэтому мы тоже там разъезжались в этом туннеле. Все по правилам, в туннеле заново. Все по правилам туннель. Тут все как-то сложно с этим. Масло останавливаться нельзя в туннеле, да, там нельзя ездить. Да. Вот посмотрите, как красиво. Тут все так тесно, так узко. И страшно. И страшно, страшно. А я не поняла, у них светофор не работает, что ли? Мы тоже ехали, непонятно было, можно было ехать или нет. Ну что, все машины разъехались. Там туннель. Там туннель. Мы оттуда В выехали. сторону течет. Саурис. Там это озеро. Я туда его не буду спускать. Там в туннеле, так же, как и на водопаде. Ага. Там, скорее всего, видишь, потоки воздуха там его. О, какая красота. Ну, я так камерой поснимаю. Здесь вон как высоко. То есть там воды нету, получается. Вот озеро, вода туда уходит. Она течет в ту сторону. А, она туда вытекает, да? Ух ты. Если уровень в озере поднимается большой, вот они скидывают отсюда. Водопад получается. Оно само туда, получается, затекает Ну, если лишнее. уровень воды, да. Да, то есть если здесь будет переполнять. Ну, видишь, темные полосы такие. Да. Вот до туда может вода подниматься. Ага, да, И видно выше. по следам воды. И тогда она Мгм. сама перетекает. Там даже не видно. Там не видно, там фиг его знает где. Такое огромное ущелье. Вон оно как идет. Мы находимся очень высоко. И тут вон из туннеля все время машины. Машина уехала, из туннеля такой гул стоит. Да. Речка внизу. Она даже не течет. От горы вон стекает, специально их сделали, чтобы не подмывало. Да, здесь нельзя запускать дрон, здесь аэродинамическая труба. Натуральная. Вау. Само озеро находится на высоте 984 метра над уровнем моря. Озеро Саурис на самом деле не природное, а искусственное. Его сделали в 40-е годы, когда построили дамбу на ручье Лумьей. Строительство начали в 1941 году и закончили в 1948. Тогда это была самая высокая дамба в Италии, высотой 136 метров. Ее строила энергетическая компания «Сады», которая потом была национализирована. Построили ее для того, чтобы подавать воду на гидроэлектростанцию Вампеццо, та деревушка, которая чуть ниже находится. Интересно факт, то, что из-за войны рабочих не хватало, и были очень непростые годы, но тем не менее строительство не было остановлено. И из-за того, что не хватало рабочих рук,
здесь использовалось примерно 300 военнопленных из Новой Зеландии. Туннель, через который мы проезжали, был построен в те же годы, и интересно в нем то, что он выходит прямо сразу на дамбу. Ну и самое необычное в этом озере и самое загадочное явление — это то, что на дне озера до сих пор лежат руины деревни Ламайна, которую затопили, когда наполнили водохранилище. Когда воду спускают для того, чтобы почистить озеро и для того, чтобы провести какую-то коррекцию на дамбе, всплывают остатки этой деревни. Мельницы, магазины, дома. Вам, наверное, интересно узнать, почему затопили целую деревню. Я поискала информацию, и, в общем-то, история очень проста. Здесь когда-то была небольшая деревушка, поселение, называлось оно Ламайна. Это была простая горная деревушка с домами, мельницей, баром, даже небольшим каким-то ресторанчиком, вроде как станция на пути. Там останавливались пастухи, лесорубы, чтобы отдохнуть, выпить, переночевать. Население было примерно 60 человек, не более 15 семей. Ну и потом, в 40-е годы, решили, когда здесь построить дамбу на ручье Лумьей, который здесь был рядом с этой деревней, и сделать водохранилище. Вода стала подниматься, и поселок постепенно стал уходить под воду. Жители, конечно же, ушли с этого места, им пришлось переехать чуть выше, в долину. И они знали о затоплении заранее. Они собрали свои вещи, некоторые ценные здания тоже перенесли. Так, например, они перенесли церковь, которую разобрали и перестроили немного выше в этой же местности. Почему так сделали? Почему затопили? Ну, ждали войны, и рабочей силы не хватало, а энергии для региона хотелось дать больше. Поэтому группа, в том числе с учетом военнопленных, начала усиленно работать. Вот. И воды поднялись, и все затопило. Деревушка Ламайна ушла под воду. Ну, а когда делают обслуживание дамбы, спускают воду, как в 92-м и 2013 году, загадочно из воды появляются остатки домов, дороги, фундаменты церкви, бараков. И как будто как призрак прошлого поднимается из-под воды. Вот такой вот кусочек истории, тихий уголок, утраченный ради развития, время от времени возвращающийся в виде призрачных руин, когда вода уходит. Для любителей точных цифр назову еще несколько параметров. Объем озера примерно 70 миллионов кубометров. И эта дамба обеспечивает подачу воды по туннелю гидроэлектростанции Джузеппе Волпи. Туннель протяженностью 4,1 километр. Идет он в Ампеццо. Благодаря этому обеспечивается электричеством достаточно большой регион. Да, бибит. Вот вам и бибит. Да, они бибикают. Они сюда, наверное, чтобы встать. После того, как мы посетили дамбу, мы продолжили наш путь. Получается, мы сейчас едем по северной стороне озера. То есть дамба находится в восточной части озера. Гуляли по берегу, мы там, где на берегу были, это был юг этого озера. А сейчас мы, получается, едем по северной стороне на запад. Да? Надо сказать, что здесь есть несколько каких-то строений небольших, очень немного.
И вся дорога вот так вот огорожена. Здесь идут какие-то ремонтные работы. Такое ощущение, что из этого маленького местечка пытаются сделать такую маленькую туристическую жемчужинку. Здесь совсем немного зданий, и похоже, что они все работают как, знаете, как мини-гостинички такие. Но, к сожалению, большинство из них почему-то закрыты. Может быть, потому что здесь как раз-таки много сейчас ремонта идет и закрыты поэтому гостиницы частично. Но есть и которые открыты. Ну, по крайней мере, парочку в букинге точно есть. И, кстати, сейчас будем проезжать в одном месте, там ту, которую я смотрела, там классно, оттуда видно прямо из окна все озеро. Представляете? Ну, стоит она что-то почти 200 евро за ночь. Недешево. Но, слушайте, утром проснуться и увидеть озеро, по которому стелется утренний туман в этих горах, по-моему, это будет сказочно. Вот, кстати, вот здесь вот где-то сейчас справа она будет, если я не ошибаюсь. Нет, это вот другая. По-моему, она закрыта. А вот сейчас за вот этим поворотом, вот справа наверху, вот это действует. И в ней вот около 200 евро ночь стоит, но классно, красиво, да, проснуться вот на такой высоте, в таком виде. Ну, мы практически вот выехали из Сауриса. Здесь больше ничего нет. Вот так вот несколько домиков и какая-то постоянная ремонтная работа вокруг. Может быть, на следующий год там будет что-то интересное, не знаю. Мы продолжаем наше путешествие, и мы продолжаем его в гору. То есть наша дорога будет все время уходить вверх. Но что там будет, я вам расскажу в следующей серии. А сейчас я вам предлагаю поставить лайки, написать вопросы, комментарии, которые я очень люблю читать. И посмотрите, я показала на карте, специально записала для вас, показала на карте, где мы ездили. Смотрите, сейчас я вам покажу, где мы путешествуем. Вот у нас Италия, да, вот наш сапожок. Мы здесь на севере Италии. Вот если сюда приблизить, здесь для ориентира вот такая деревушечка Ампеццо. К ней идет вот эта желтенькая дорожка, да? Мы по ней как раз-таки приехали из Австрии вот отсюда и приехали к Ампеццо. И проехали ее еще немножечко дальше. И вот здесь начали подъем в гору. Вот эта вот серенькая ниточка, это уже пошел подъем в гору. Мы поднимались по ней, поднимались и поднялись вот сюда. Здесь вот уже была высота 1420 метров. Вот наша гостиница Монтепура. И здесь вот этот коровник был. Вот здесь это лужайка, где коровки гуляли. И здесь вот этот вот балкон на Ампеццо он называется. Да, там такая красивая стояла инсталляция. Вот здесь мы ночевали. Здесь на следующий день мы выехали вот по этой дорожке. И так, чтобы вам понятно было, смотрите, какие вокруг горы. Да? То есть здесь виды просто обалденные. Здесь вообще снежные горы. Очень высокие. Вот. И дальше мы поехали на следующий день. Вот здесь вот еще одна гостиничка, в которой не было совершенно мест на тот день, который мне нужен был. И потом мы поехали дальше смотреть вот это озеро. Да, нам нужно. По вот этой вот ниточке спускались с горы вниз. Ну, как оказалось, в общем-то, спустились мы немного, примерно где-то 500 метров вниз. То есть это озеро находится почти на 1000 метров над землей, над уровнем моря. То есть оно достаточно высоко. Вот мы спустились по вот этой дорожке, и вот здесь где-то, вот здесь в деревьях, карман такой, парковка. Здесь можно остановиться, и вот здесь мы гуляли. Отсюда мы запускали наш дрон. Здесь мы смотрели на озеро. Очень красивое место. Потом мы погуляли и поехали дальше по вот этой дорожке.
дальше. Здесь дорога не обрывается. Здесь начинается туннель. Туннель идет вот сюда. И здесь выходит прямо сразу на дамбу. На вот эту. То есть вы прямо из туннеля выезжаете сразу на дамбу. Дальше дорога не обрывается, а вот здесь вход в другой туннель, который, смотрите, вот этот туннель очень длинный по северной стороне, и он идет вдоль вот это тут ущелье такое, и выходит, по-моему, этот туннель вот здесь где-то, и потом следующий, и вот дорога. Короче, можно на Ампецу по вот этой дороге потом спуститься, и там вдоль вот этого ущелья. Вот, то есть тут с обоих сторон дамбы входы в туннель. Такое место. А мы свернули вот здесь и поехали опять вдоль озера. Поехали мы вдоль озера. Здесь было очень много всяких ремонтов, строительства почему-то. Прямо все было там, какие-то сплошные реновации. И вот здесь заканчивается озеро, мы поехали. Здесь дорога уже начинает подниматься как бы вверх опять, да, то есть опять набираем высоту. Вот через эту деревушку, и мы поехали дальше в горы, но это будет в следующей серии.